Дорогие друзья, всем привет! Сегодня расклад, который можно было сделать несколько лет назад, но руки не доходили и не было канала, куда это выложить. В общем, сегодня делаю, наконец-то, разбор личностей Трамп, Путин и Зеленский. Все персонажи вымышленные, все совпадения случайные. Записываю, вернее, делаю расклад для себя, записываю для вас, для тех, кому интересно будет посмотреть. Возьму две колоды, одна забавная и интересная, и правдивая. Другая, я с ней еще мало работала, не знаю, какая она очень серьезная, она такая темноватенькая, но может оказаться с юмором. Посмотрим. Итак, давайте. Трамп, Путин и Зеленский. Что за люди? И какая динамика между ними, взаимоотношений? Давайте начнем так. Роль в мире, для мира. Роль для мира. Трамп. Его роль для мира. Путин. Его роль для мира. И Зеленский. Его роль для мира. Ну, тут можно сказать, как их видит мир, да, или как их видит пространство. Какая вообще роль им отведена. Теперь давайте спросим, как они сами видят свою роль для мира. Сами они для себя. Как видят свою роль. Кто они в своем представлении. Трамп, как видит свою роль сам. Путин, как он видит свою роль. И Зеленский, как он видит сам свою роль. И еще для интереса у меня есть такая колода персоналити. Персоналий. Мы посмотрим в душе. Вот в душе, как каждый из них верит, кто он есть. В душе. Может быть, даже никому это не показывает. Трамп в душе. Путин и Зеленский. Итак, роль для мира. Трамп. Девятка пентаклей. Ну, такой независимый. Сам для себя. Эгоист. Тут такой идет здоровый эгоизм. Большой материалист. Хорошо живет, все у него налажено. И, конечно же, первое его соображение, первые его мотивы – это благосостояние, финансы, ресурсы. И сам по себе человек ресурсный. Ну, как мы знаем, то есть он всегда мог заработать любыми способами и каким-то образом держаться за свое состояние. Может быть, поскольку он не раз банкротился, может быть, не так успешно, но тем не менее он всегда умел это состояние как-то вернуть, восполнить. И, пожалуй, что основные его мотивы для мира – это ресурс и благосостояние. То есть его роль – удержать, сплотить, заработать, достичь, при этом соблюсти свои интересы, естественно, которые на первом месте, но, в принципе, дать и другим тоже как-то жить. Потому что здесь благосостояние одного человека не может быть без благосостояния какой-то системы, которая работает именно на это. Путин для мира. Пятерка чаш. Как его видит мир? Грустно как-то. Сейчас это человек, который больше сконцентрирован на своих потерях, чем на том, что он приобретает. Он видит, что он теряет. Он теряет, может быть, свою позицию, он теряет свою власть, возможно. Так его видит мир. Я не знаю, так ли это на самом деле, но вот это вот человек, который больше видит, что он теряет или что он может потерять, чем то, что у него есть в настоящий момент. Здесь ощущение какого-то упадка, какого-то развала, неуверенности в себе и неуверенности в будущем. Зеленский. Рыцарь чаш. Артист. Ну вот что тут еще скажешь? Артист. Ну, на коне такой, знаете, на эмоциях. Старается держаться молодцом.
Мир его видит как человека, который хочет добра, хочет любви, хочет мира, да, хочет всего самого лучшего. Но еще и все время он выходит с какими-то предложениями к другим сторонам, да, возможно, делает вид, что хочет переговоров, а может быть, на самом деле хочет. То есть вот такой вот с чашей мира скачет по миру. Но сказать, что у него какой-то большой вес, нет, такого нет. Это все-таки рыцарь. Хорошо, что не пажик, но еще и не король. Как такой посланец, как гонец, гонец мира. И вот он на самом деле ездит везде, предлагает что-то и просит. Он хочет любви. Да, рыцарь всегда хочет любви. Что-то может предложить, но также ждет и к себе таких же проявлений. Если смотреть по этим картам, то Трамп здесь занимает более такую стабильную позицию уверенности. У Путина здесь нет уверенности. Я вообще-то не ожидала. Я думала, что будет как-то, что Путина покажут императором, возможно. Хорошо, давайте посмотрим, чтобы нам здесь не запутаться в этих картах. Трамп сам для себя, да, сам для себя, как он себя видит. Сила. Карта сила. Ну да, он себя так и видит, что я сильный, у меня есть власть, и я могу управлять другими, собой, и я могу управлять миром, где надо подавить, где надо поощрить. Прелестное чудо у нас с гантелей в руке. Вот этот Трамп так себя видит. Когда надо, я приласкаю, когда надо, я накажу. Почему я что-то делаю? Потому что я могу. Вот так он рассуждает. То есть я скажу, что уверенности здесь не занимать Трампу. Очень уверен в своей позиции, в своих поступках, решениях. Да. Как себя видит Путин? 20-й аркан. Карта суд. Но вот внутри у него достаточно уверенности в себе. Это, знаете, этот человек говорит так: пусть сейчас, может быть, у меня позиция пошатнулась, может быть, кто-то видит меня слабым, но последнее слово будет за мной. Вот по суду, да. То есть хорошо будет смеяться тот, кто будет смеяться последний. Вы еще увидите. Еще пока не время выносить свое какое-то суждение, решение. Последнее слово будет за мной. То есть он ощущает так, что есть какая-то у него цель, у него есть какая-то программа, какое-то видение, да, будущего, как будут разворачиваться события, возможно, какой-то долгоиграющий такой многоходовый план. И он все-таки уверен, что последнее слово будет за ним, и мир увидит. Вот тогда мир увидит и поймет. А то, что сейчас его видят слабым, то это вроде как и не важно. Вот так вот. И Зеленский, как он видит себя, кто он? Двоечка пентаклей. Да, достаточно слабая, хоть и гибкая позиция. Двойка пентаклей, то есть он балансирует, он договаривается, он пытается как-то подстроить ситуацию. Здесь и финансами идут какие-то манипуляции, и в отношениях идут тоже вот такие вот и нашим, и вашим, и старается найти точку опоры. И смотрите, весь такой покоцанный, забинтованный, что уже его и били, и калашматили, и он все равно пытается найти баланс, найти точку опоры и найти вообще свое место в этом мире и в политике, свое место в окружении людей, с кем он имеет дело. Вообще, я от себя скажу, что я не завидую Зеленскому, потому что на его долю выпало сложное президентство. Сложное. Я думаю, что когда он становился президентом, он этого не ожидал никак. Итак, давайте посмотрим в душе. Кто из них кто? Да, в душе. Трамп. Игрок. Угу. Ну что, так и есть. Он видит себя игроком. Причем, смотрите, каким красавцем. И здесь может быть все. То есть здесь может быть игрок на мировой арене. Здесь может быть игрок в жизни. Игрок с женщинами. Так что да, он был плейбоем в свое время, когда был помоложе. Мог очаровать. Здесь вот если перевести, что здесь написано, то здесь нам дают такие подсказочки, что очаровательный молодой человек, элегантный, считал себя экспертом в отношениях с женщинами, мог
закручивать романы направо и налево. И вообще вел такую очень-очень люксовую жизнь, да, лакшери такая жизнь, где много развлечений, много отдыха. И вот так он себя и ощущает в душе. То есть он такой игрок. Возможно, он до сих пор таким себя ощущает. Что касается Путина. Музыкант. Ну, кто бы мог подумать? В душе, возможно, он какой-то артист, может быть, у него даже есть таланты, я не знаю. Может быть, он играет на чем-то, может быть, он поет, может быть, он даже какую-то музыку писал. В общем, у него есть вот такое пристрастие к творчеству, к музыке. Композитор, любит гармонию во всем, любит что-то создать, творить. У него есть к этому страсть. Это я перевожу то, что здесь нам подсказки написаны. И вот да, здесь говорят, что у него как бы музыка в душе. То есть у этого человека есть душа, есть какие-то стороны, которые от нас скрыты. Возможно, многие о них не знают. Но вот я точно не знаю. И вот, пожалуйста, страсть к созиданию чего-то, к творчеству и каким-то очень таким душевным и наполняющим вещам, вот как в частности к музыке. Вот так. Ну, а Зеленский кто в душе? Охранник. Зеленский в душе охранник. Ой, я даже не знаю, как это объяснить. То есть вот это вот человек, который наблюдает, человек, который охраняет, как бы он настороже. Да, но это надо понимать, конечно же, не настолько буквально, это можно понимать образно. Но вот это вот человек, который на чеку постоянно, он постоянно на самом деле на страже. То есть вот он был бы хорошим именно начальником охраны, бдительным, настороже, при власти, опять же, то есть власть ему нужна, но, может быть, в каких-то ограниченных количествах, потому что это всего лишь начальник охраны. Это не президент, это начальник охраны. И вот на этом месте он, возможно, чувствовал бы себя более на своем месте, скажем так. Хоть он и был актером, но, может быть, в душе мечтал, чтобы у него была дубинка. Может, он хотел быть полицейским, чтобы у него была дубинка, пистолет, форма такая красивая, какая-то полицейская бляшка, в общем. Вот так вот. Интересно. Давайте теперь спросим динамику отношений между этими людьми. Да? Динамика их взаимоотношений. Как общается Трамп с Путиным? Как у них проходит общение? Со стороны Трампа, как проходит общение? И со стороны Путина, как проходит общение? Они тут, в общем-то, на равных стоят. Трамп здесь выходит как маг, и Путин у нас король пентаклей. То есть получается так, что какие-то ресурсы очень важные Путин держит в своих руках. И он прекрасно осознает, что у него есть определенная власть именно благодаря этим ресурсам. Но Трамп тоже не дурак. Он может этим как-то управлять и манипулировать. Соответственно, и Путиным, и ресурсами. И каждый из них стоит очень конкретно, четко на своей позиции. Ни один не уступает другому, потому что каждый понимает силу другого. Почему они стоят на равных? Потому что Путин понимает, что Трамп может как-то дергать за ниточки и чем-то манипулировать, но Трамп точно так же понимает, что Путин держит в своих руках очень серьезные вещи, ресурсы. Ну, здесь все-таки король пентаклей, основная его сила, власть, это все-таки ресурсы, да. Но Трамп, я говорю, он тоже очень даже не дурак в этих отношениях. Сказать, что Путин может им манипулировать, нет. Если они и будут манипулировать, то взаимно. Взаимно. И, ну, как бы здесь оба имеют свои границы, оба понимают сферу своего влияния, оба понимают, что дальше куда-то их не запустят. Если даже между ними идут какие-то обсуждения, переговоры, то каждый понимает границы своего влияния и влияния другого. Вот так. То есть я бы сказала, что здесь идет
взаимное признание силы и влияния другого человека. Вот так между ними идет. Давайте посмотрим, как идет общение между Путиным и Зеленским. Я даже не знаю, у них есть общение какое-то или нет. Возможно, что нету, а может быть и есть. Но если между ними нету прямого общения, то все равно через дипломатию, через какие-то другие связи, через других лиц, у них все равно есть какое-то взаимодействие, да? Итак, со стороны Путина и со стороны Зеленского. Ну тут прям никто не хочет никому уступать. И смотрите, как они вышли на женские энергии. Путин здесь у нас императрица, а Зеленский-то здесь у нас королева мечей. Ну надо же. О чем это нам может говорить? Ну Путин, конечно, здесь главнее. По крайней мере, он так себя ощущает. Он себя так ведет. Знаете, как такая матушка Россия, вот я так скажу, императрица. Это архетип матери. Мать. То есть вот он говорит, я ж тебя родил, подлец ты такой. Понимаете, вот здесь такая позиция, что я мать Россия. А Зеленский ему в ответ, да пошел ты, он говорит. А я сама по себе, я королева мечей, я Украина, и я вроде как сама решаю. Я сама решаю. Ты меня своими здесь материнскими манипуляциями, ты меня к стыду не призовешь. У меня есть свое мнение. И я вроде как решаю своей логикой, да, а не своим сердцем, не эмоциями. Вот эмоции, он говорит, у меня закончились, у меня теперь есть логика, у меня есть закон, у нас есть свой закон, да, по которому вот я тут вершу что-то, я тут решаю. Вот интересно, что женские энергии, как будто бы, знаете, какая-то мягкость между ними все равно присутствует. Вот есть мягкость. Здесь как мать, здесь как дочь, да. Ну вот так вот. Но все равно здесь жестко. Но здесь сама колода такая жесткая, понимаете? Вот смотрите, даже на Путина похоже, правда же? Вот так вот. Давайте посмотрим динамика между Трампом и Зеленским. Как они общаются? Трамп и Зеленский. Трамп со стороны Трампа и со стороны Зеленского. Ого-го. И там десятка, и здесь десятка. Только смотрите, в чем разница. Зеленский, он вроде надеется на продолжение, он надеется на какое-то на налаживание, на взаимопонимание. А Трамп вообще говорит, все, говорит, десятка мечей. Я с тобой закончил, он сказал. Больше никаких капризов, больше никаких переговоров. Я сказал, вот мое слово финальное. То есть со стороны Трампа здесь идет какое-то очень жесткое решение, завершение, нежелание больше что-то там рассусоливать. А Зеленский по-прежнему, у него тоже десяточка, да, но он по-прежнему надеется и хочет взаимопонимания, опять же, мягкости, возможно, переговоров, отношений. То есть вот так. А Трамп как будто бы вот, на данный момент он говорит, все, хватит, мне надоело, он сказал. И знаете, в этой вот колоде десятка чаш такая интересная. Я говорю, здесь энергии идут темноватые. И вот здесь вот ребеночек этот, он как будто бы забытый, он как будто бы сзади. То есть вот эти двое, мужчина и женщина, они идут вперед, а ребенок как будто бы за ними тащится, и его даже не видят, и его даже не замечают. И ребенок такой, как бедная сирота. И вот, может быть, это как чувствует себя сейчас Зеленский, что он как сирота. Вот такая здесь динамика у них. То есть получается, что для Путина Зеленский, он хочет казаться и кажется более таким жестким и решительным, чем для Трампа. Потому что с Трампом у него
жесткости не получается. Но или он не хочет быть жестким, или он понимает, что он не может. У него просто нет ресурсов достаточно, чтобы быть жестким с Трампом. Тем более, когда Трамп вот так вот сказал, как отрезал, что вроде терпение у меня закончилось, и больше я говорить не хочу. Вот так вот здесь получается. Так. Но все-таки больше всего мне понравилась вот эта динамика у Трампа и у Путина. Как будто бы вот Путин такой, он уперся, и он говорит, вот это мое и все. И все, я не уступлю. Я держусь за то, что у меня есть. За все свои завоевания. А Трамп такой, да, хорошо. А сам сидит и изучает тему. Читает в книгах. Как можно еще, с какой стороны можно еще подъехать, что можно еще сделать, какие средства еще можно использовать, какие силы задействовать. То есть он такой хитрый, да? И пытается найти какие-то решения и подходы, что-то изучает. Но Путин такой, нет. Вот так. Давайте спросим, какой след оставят после себя каждый из них. Какой след они оставят после себя? Ну, в истории там или в ближайшие какие-то годы. Какой след они оставят после себя? Итак, Трамп, Путин и Зеленский. Трамп, 4 жезлов. Ну, что-то такое не очень глобальное, прямо скажем. Может быть, то, что он для Америки что-то сделает. Как, знаете, вот какие-то дела внутренние, для дома, для своей страны. Может быть, на самом деле он как-то наладит дела с эмиграцией. Может быть, в чем-то станет лучше в Америке, или, по крайней мере, по его мнению. Или потом люди будут так думать, что вот Трамп что-то хотел сделать для своей страны, для своего дома. Но это нечто такое очень в мировом масштабе, нечто не крупное, мелкое, я бы сказала так. Может быть, удастся ему добиться какой-то стабильности в каких-то вопросах. Итак, Путин. О, нулевой аркан. Что-то он начнет такое. Запомнится как человек, который, не знаю, во-первых, который обнулился, ну буквально, да? Во-вторых, шел во что-то, не боялся идти во что-то новое, начинать что-то новое, вообще что-то начинать, да, и достаточно отважно это делал, скажем так, если хорошие брать черты шута, то это человек смелый, отважный, оптимистичный, несмотря на какие-то предупреждения, несмотря на чьи-то страхи там или что-то, он не боялся действовать. Но вот реально тут идет обнуление. Человек, который обнулился. И что-то, может быть, и обнулил сам. Не только себя, но и что-то еще обнулил. Вот так его запомнят. Ну, если говорить в отрицательном смысле, то здесь можно сказать, что человек, который пошел куда-то не думая, не разбирая дороги, не думая о последствиях. Да, вот тут вот котик ему говорит, куда идти, и он без головы, у него голова вот валяется здесь, и он без головы куда-то движется, не думая, как бы, да, не думая о последствиях. То есть здесь есть самоуверенность, но нету продуманности. Вот и такое может быть. Что касается Зеленского. Верховная жрица. Загадочная личность с метлой. Что-то колдовал, и никто его не понял до конца. И, может быть, он и сам не понял. Интересно, Верховная жрица. Тоже, кстати, женские такие энергии. До конца непонятый человек. Он как будто бы вышел из неизвестности и так и уйдет в неизвестность. Вот так можно сказать. И все будут потом думать, куда делся Зеленский. Может такое быть. Достаточно закрытый, замкнутый, и даже неизвестно вообще, о чем он думал по-настоящему. Я даже не знаю, как это сказать. Человек, который повел за собой, а сам потом ретировался, слинял или что. Что-то наобещал, сам не знаю что. Но это, по сути, у нас бездействие. Это пассивность. То есть, как человек, который
вроде бы за всей суетой так ничего и не сделал. Так получается. Давайте посмотрим планы каждого из них на ближайшее будущее, на этот год, на 26-й год. Как каждый из них видит этот год для себя, какие планы именно в контексте вот этой всей ситуации. Тройка жезлов тут переворачивается. Итак, как Трамп видит год для себя, какие планы у него, как Путин видит год для себя, какие его планы, и Зеленский, как он это видит для себя. Трамп. Десятка пентаклей. Он говорит, я еще больше разбогатею, наварю себе состояние побольше, еще стану более солидным, хорошо таким стоящим на ногах, приумножу состояние страны, добуду себе ресурсов побольше. Вот сейчас ситуация с Мадуро произошла, да, вот, пожалуйста, то есть у меня будут ресурсы. Я так это вижу, я так это планирую. И вот здесь вот эти американские звезды у нас висят на дереве, да. То есть у Трампа такие видения. Деньги, деньги, деньги. Я сильный и могущественный, как дуб. У меня корни очень прочные, у меня ветви очень прочные, и никто меня с дороги не свернет. Так он чувствует. Что касается Путина, что он думает будет в этом году для него? Девятка чаш. Тоже неплохо. Он говорит, а я буду делать все, что я хочу. Я буду жить так, как я хочу, действовать так, как я хочу. У меня тоже для этого все есть. Интересно, что здесь на картинке изображен такой кит, который счастливый фонтанчик выпускает. И чем-то мне напоминает подводную лодку. Девятка чаш. Ну что, вполне такие оптимистичные настроения. Как будто человек говорит, вы можете делать все, что хотите, а у меня праздник, у меня все хорошо будет. Ну а Зеленский? Шестерка мечей. Он как будто куда-то свалить собрался. Вот я говорила, что как будто пришел из ниоткуда и уйдет в никуда. Шестерка мечей. Он как будто бы хочет проехать какую-то ситуацию, уехать куда-то вообще, обойти какие-то острые углы, исчезнуть, может быть, на самом деле, затаиться и будет тихо сидеть, ждать, пока буря успокоится, да, пока непогода пройдет. У меня такое чувство, что он подустал, что он замучился, потому что вот у него даже здесь, он, конечно, хорохорится из последних сил, но у него здесь очень слабые какие-то энергии идут, и ему хочется просто отдохнуть, просто чтобы его оставили в покое. Вот так мне здесь идет. Здесь, кстати, у Путина может быть, что он рассчитывает на какой-то источник чего-то. Мне вот сейчас это напомнило фонтанчик нефти. Я не знаю, как это может быть связано. Может быть, тоже какие-то добыча каких-то ресурсов, торговля какими-то ресурсами, открытие каких-то источников, еще источников финансирования чего-то. То есть здесь, по сути, он надеется на полную чашу. Понимаете, вот полная чаша, и не одна, а много, и вот это все, это может быть нефть, это может быть все что угодно, но как бы такая уверенность, что ресурсов достаточно. Хоть это и не напрямую ресурс, но он чувствует, что ресурс будет. Может быть, как-то через Трампа. Или что вроде ресурс у Трампа, а я его получу. Я к нему подключусь, к этому фонтану. Давайте спросим так. Прогноз небольшой. Америка, Россия и Украина. На ближайший год. Америка, Россия, Украина. Пажик жезлов. Ничего особенного, никаких особых свершений. Больше похоже на то, что мы продолжаем куда-то двигаться, что-то делать, что-то исследовать, расследовать, что-то пробовать. Много оптимизма, огонь, запал, все это есть, активность. Но так я бы не сказала, что здесь будут какие-то кардинальные перемены. Нельзя сказать, что что-то будет сильно плохо.
Скорее так, держимся на плаву, за что-то боремся, есть какие-то идеи, но я бы сказала так, хуже не будет. Вот так. Россия. Туз чаш. Ну, здесь больше все идет на эмоциях, на патриотизме, я бы сказала. Вот тоже перекликается, кстати, с путинскими чашами, девятка чаш, да, что все будет хорошо. И здесь также вот туз чаш, когда вся страна в таком на подъеме, на эмоциональном. Причем, ну, знаете, это не обязательно будут эмоции счастья, любви, но это могут быть просто эмоции, когда народ, весь народ, вся страна очень эмоционально относится к событиям в стране, в мире. И здесь есть какое-то единение, да, здесь есть единение. Может быть, это вот тот самый патриотизм, с помощью которого люди могут пережить какие-то сложные времена. И вот этот источник, он есть, он не иссякает, он наполняется. То есть здесь может быть и вера, и еще какие-то вещи, которые наполняют вот эту чашу страны, да, можно так сказать. Ну и Украина. Рыцарь жезлов. Здесь у нас паж жезлов, а здесь у нас рыцарь жезлов. Ну, так же, как вот Зеленский у нас здесь рыцарь чаш, также и рыцарь жезлов. То есть мы к чему-то стремимся, мы к чему-то движемся. У нас тоже есть идеи, планы, и энергия тоже есть. Это, кстати, воин. Здесь тоже, здесь есть и огонек, и запал, и силы здесь есть. И, ну, какое-то видение, куда мы вообще движемся. То есть это остается. Я не могу сказать, что Украина здесь вот так вот понуро куда-то пошла. Может быть, даже приток энергии. Может быть, даже приток. Какие-то новые силы. То есть Америка здесь исследует какие-то новые пути. Россия на эмоциях, на каком-то накале эмоциональном. А Украина в оборонительной позиции. На этом я, пожалуй, закончу. Не хочу затягивать особо. Спасибо всем, кто посмотрел. Напишите мне в комментариях свое мнение, что вы думаете. Какие вы хотели бы еще расклады посмотреть. Может быть, я сделаю. На этом я с вами прощаюсь. Всего вам самого лучшего. С наступившим Новым годом всех и пока-пока.